Привет, солнышко, я рада видеть тебя на своем канале. В этом видео я покажу несколько типов людей, играющих в току. Ведь каждый человек играет в игры по-своему, и сегодня я приведу несколько примеров, и возможно вы даже узнаете в этом видео себя. В общем, надеюсь, что вам понравится это видео, ну а мы начинаем. Первый тип токатубера — это человек, который забирает абсолютно все с локации и потом зачем-то тащит это к себе домой. Обычно у таких людей дом просто полностью переполнен и похож не на дом, а больше на какую-то свалку с кучей вещей. И да, к такому типу относится мой брат, он забирает абсолютно все с локации, просто все, что видит. Второй тип — это человек, который играет в току только ради создания персонажей. Они создают персонажей, придумываем сразу и внешность, и характер, и жизнь, но в итоге ничего с ними не делают и снова создают новых. И так идет по кругу. Скорее всего, у таких игроков заполнены все слоты с персонажами, а удалять уже созданные так жалко, ведь они старались. Третий тип людей — это люди, которые пытаются найти все секретки в токе. Они обыскивают все миры и ищут подвох в каждом уголке локации. Когда только я скачала эту игру, я была именно таким типом, и это занимает просто кучу времени. Но, с одной стороны, это даже плюс, потому что параллельно ты изучаешь все локации, и потом уже будешь знать, что где находится. Хотя в моем случае это как-то не особо сработало. Следующий тип токеров — это перфекционист. Такие люди стараются не нарушать порядок в токе, и, например, когда они что-то ищут или осматривают локации, то потом они обязательно должны вернуть персонажей или предметы на свои законные места, там, где они были. Я тоже иногда являюсь таким типом, и, если честно, это немного раздражает. Следующий тип игроков чем-то похож на тех, которые только создают персонажей, но в этом случае они только строят. И да, такие игроки, возможно, тоже не увлекаются игрой, а только креатором домов. Они постоянно строят, придумывают новые дизайны, новые идеи для дома. Больница, торговый центр, детский садик, дом миллионера — это все они придумывают сами и строят. Я уверена, таким людям все равно 100% не хватает всех домов и наборов, которые только предоставляет им. Следующий тип очень банальный, но все-таки распространенный — это блогер. Это те самые люди, которые снимают про току и выкладывают это в YouTube, TikTok, Instagram или куда там еще можно. Скорее всего, такие люди не играют в току, а только снимают про нее. И да, я сама отношусь к такому типу людей. Следующий тип — это новичок. Я думаю, тут все и так понятно. Это человек, который только скачал току и изучает локации. И 100% каждый из нас был таким типом, когда только скачал игру и начал с ней знакомиться. Дальше тип игрока — это повар. Тот человек, который постоянно что-то готовит в токе. Ищет рецепты, ингредиенты, постоянно придумывает какие-то новые блюда, а потом все просто скармливает это персонажем. Ну, в общем, с таким игроком точно голодный не останешься. Тип игроков обычный, я их так назвала, потому что они играют в току так, как и было задумано сначала. Такие люди просто играют для себя, никуда не выкладывая. Они играют за персонажей, придумывая разные истории в рамках игры. И на самом деле таких людей очень мало, ну, по крайней мере, мне они почти не попадаются. Следующий тип — это люди, которые создают смешных персонажей и творят в токе просто не пойми что. И я решила назвать таких игроков троллями. В общем, думаю, мои комментарии тут просто уже излишни, и вы все и так поняли. Следующий тип игроков — это сценарист. Ну, или же их можно назвать режиссерами. Это люди, которые снимают сериалы в токе. Чем-то они похожи на обычных, но в этом случае они заранее придумывают и сценарий, и персонажей, и все-все-все. Ну и, конечно же, потом они все это выкладывают. И последний тип игрока — это токограммер. Это человек, который даже не играет в току, а только делает обработки персонажа. Ну и потом, конечно же, выкладывает все это в Instagram. Отсюда и идет название — токограммер. Что ж, ну на этом все. Большое спасибо, что досмотрел мое видео до конца. Пишите в комментариях, каким игроком вы являетесь. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всех люблю. Всем пока-пока.